Всем привет! Меня зовут Марина, и мы с вами находимся на канале о вязании. Сегодня в этом видео предлагаю вместе со мной связать вот такие вот красивые, яркие и очень удобные следочки. Вяжутся они очень просто, но смотрятся при этом очень красиво, нарядно. Данные следки у нас идут без шва на подошве. Подошва у нас идет цельно вязаная. В конце мы сошьем с вами только вот этот задний шов. В мастер-классе данные следки я вязала на размер ноги 38-40. Но сейчас, перед тем, как приступать к вязанию, мы обязательно разберемся с принципом вязания данных следков, чтобы вы смогли связать их абсолютно на любой размер ноги. Для вязания таких следков мы сейчас вместе с вами свяжем вот такую вот заготовку. Длина вот этой нашей заготовки будет зависеть от вашего размера ноги. Для того, чтобы рассчитать, сколько вам нужно провязать сантиметров вот эту заготовку, вам нужно знать размер вашей ноги в сантиметрах. Сейчас я вставлю таблицу, и вы сможете посмотреть, какому размеру ноги какое количество сантиметров соответствует. Дальше, что касается вот этой части, назовем эту часть мысок, то здесь я рекомендовала бы вот это количество сантиметров для любого размера взрослой ноги оставлять вот столько же, сколько я показываю в мастер-классе. То есть вот эта длина от одного цвета до вот последнего нашего цвета равна где-то примерно 17 сантиметров. Отрегулировать размер следков на больший или меньший размер можно вот за счет вот этих боковых частей. Как я сказала, в мастер-классе данные следки я буду вязать на размер ноги 38-40. Я сейчас возьму среднее значение, то есть это 39 размер. И 39 размер ноги соответствует 25 сантиметров. Дальше мы это число, то есть размер нашей ноги в сантиметрах, то есть в моем случае это число 25, должны умножить на 2. Так как эта полоса, которую мы сейчас будем провязывать, вот она по кругу обвертывает нашу ногу, то есть 2 раза получается. И это у нас получается 50. Дальше вот от полученного числа 50 мы должны отнять где-то примерно 14-15%. Я сейчас отниму 14%, просто потому что это получается такое более целое число, и это получается у меня 43. То есть получается вот эту заготовку я сейчас должна провязать вот общей длиной 43 сантиметра. Как я сказала, вот эта часть нашего мыска я рекомендовала бы вот провязывать для любого размера взрослой ноги где-то вот из расчета 17 сантиметров. Вот это вот длина. То есть теперь получается наши 43 сантиметра, которые мы получили, мы отнимаем 17, то есть это у нас идет постоянная величина. Это количество сантиметров, которые мы будем провязывать наш мысок. И это у меня получается 26. Дальше наши 26 мы должны разделить на 2, так как у нас идет вот часть петель перед нашим мыском и часть петель после нашего мыска, то есть 2 боковых части на 2, и это у нас получается 13. То есть если сейчас посмотреть вот эту мою заготовку, у меня получается, я должна провязать 13 сантиметров до нашего мыска. Дальше я начну вывязывать вот этот мысок из цветных или однотонных вот этих вот полосочек, и это у меня будет получаться 17 сантиметров, так как здесь я рекомендовала бы все-таки
ориентироваться на количество сантиметров, а не на количество провязанных вот этих вот полосок, так как плотность у нас может отличаться. И у кого-то этих полосочек может получиться меньше, у кого-то больше, но количество сантиметров здесь должно быть одинаковое, то есть 17. И после того, как мы вывяжем вот этот наш мысок цветными такими полосочками, вот этот мой участок также должен быть равен 13 сантиметров. Поэтому вот именно по этой формуле вы сможете высчитать, сколько вам необходимо провязать вот этот участок в сантиметрах до мыска, и он же будет равен этому же количеству сантиметров после мыска. Таким образом, вы сможете связать данные слитки абсолютно на любой размер ноги. Принципом вязания данных слитков мы с вами разобрались. Теперь, что же нам необходимо для вязания этих слитков? Данные слитки в мастер-классе я буду вязать из пряжи Alize Lana Gold. Это у нас идет 49% шерсти и 51% акрила. И на 100 грамм 240 метров. В мастер-классе, смотрите, я взяла один основной цвет, и дальше вот этот мысок, вот эти полоски, я решила вывязывать каждую полосочку своим цветом. Также при желании эти полоски можно сделать однотонные, но взять какой-то контрастный цвет. Тоже будет смотреться красиво и нарядно. Минус, скажем так, в этих цветных полосках является только то, что здесь нам необходимо будет спрятать много вот кончиков от этих ниточек. Плюсом является то, что вы сможете использовать все свои остатки пряжи и получить вот такие вот красивые и яркие полоски. Также для вязания нам понадобится 2 чулочные спицы. Я на них буду вязать вот этот вот участок. Крючок для того, чтобы сделать нашу обвязку. И когда мы вот здесь будем добирать петли, для того, чтобы вывязывать нашу подошву, конечно, удобнее это делать на круговых спицах. Я взяла длину от кончика до кончика 60 сантиметров, и диаметр спицы тот же, что я и вяжу основное полотно, то есть номер 3 мм. Декор у данных следочков вы можете использовать абсолютно любой, но про декор мы с вами поговорим в конце этого видео. Поэтому, друзья, если вам нравятся данные слитки, предлагаю связать их вместе со мной, поэтому берем пряжу, спицы и приступаем к вязанию. На 2 чулочные спицы, диаметр спицы 3 мм. Обычным способом набора, то есть с помощью длинного хвоста, я набираю 14 петель. Спицу я одну вынимаю и приступаю к вязанию первого ряда. Первую кромочную петлю я снимаю, и дальше все петельки я буду провязывать лицевыми. Последнюю петлю в конце ряда я буду провязывать на протяжении всего вязания изнаночной петлей, и вязание я переворачиваю на изнаночную сторону. Второй и все последующие ряды мы будем провязывать одинаково, то есть первую кромочную петлю я буду снимать и в лицевых, и в изнаночных рядах, и все остальные петли также буду провязывать лицевыми и в лицевых, и в изнаночных рядах, так, чтобы у нас получалась платочная вязка. Последнюю кромочную петлю я провязываю изнаночной, и вязание я переворачиваю на лицевую сторону. Таким образом, провязывая все петли лицевыми и в лицевых, и в изнаночных рядах, я должна провязать вот эту мою заготовку вверх примерно 13 сантиметров. Или вы провязываете ваше количество сантиметров, которое вам необходимо, исходя из вашего размера ноги. Итак, вот я провязала необходимое количество сантиметров вот этой моей детали. Давайте сразу по ходу вязания будем измерять все в сантиметрах. И вот смотрите, получается у меня высота вот ровно 13 сантиметров. И вот это наша ширина получается, ну вот где-то 6,5 сантиметров.
Теперь мы будем переходить к вывязыванию вот этого нашего мыска. Я беру ниточку горчичного цвета. Вязание я держу вот лицевой стороной вверх. Основную нашу ниточку я не обрываю и беру нашу ниточку контрастного цвета. Никаких закрепляющих узелков я не делаю, просто вот прикладываю этот край и первую кромочную петлю при смене цвета здесь я провяжу лицевой петлей. И дальше, с учетом этой нашей кромочной петли, я должна провязать лицевыми петлями в лицевом нашем ряду 10 петель. То есть раз, это кромочная, дальше 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Я провязала 10 петель. Вот эту 10-ю петлю я также провязала лицевой петлей. И здесь у меня на спице вот левой осталось 4 петли. Я сразу же переворачиваю вязание на изнаночную сторону. Эти 4 петли я не довязываю. И сейчас вот ниточкой горчичного цвета я провяжу эти 10 петель вот обратно с изнаночной стороны, провязывая эти петли изнаночными. То есть вот эту нашу 10-ю петлю, сейчас она у нас является в изнаночном ряду первой, рабочая ниточка вот у меня перед работой и находится, никуда я ее не перекручиваю. Эту петлю я просто сейчас переснимаю. И дальше все петли я провязываю изнаночными. То есть у меня здесь идет 10 петель. И вязание я переворачиваю на лицевую сторону. Это мы с вами провязали вот наш первый участок. Значит, смотрите, если вы решите так же, как и я, вязать все полосы эти разноцветные, то тогда вот здесь эту горчичную ниточку можете уже обрезать. Если вы будете этот мысок вязать просто каким-то одним контрастным цветом, то ниточку, вот допустим в моем случае горчичную, мы не обрезаем, а просто вот здесь сбоку поднимаем ниточку нашего основного цвета и сейчас вяжем лицевой наш ряд. Первую кромочную петлю вот при смене цвета я провязываю лицевой и дальше вяжу все петли лицевыми. Часто у меня спрашивают, почему периодически я вяжу петли когда-то за заднюю стеночку петли, а когда-то за переднюю стеночку. Чтобы петля не была перекрученной, всегда эту петлю нужно провязывать за правую стенку петли. Сейчас вот если я посмотрю мою лицевую петлю, вот разверну ее правильно, правая стенка петли находится вот сзади, за работой. Поэтому я эти петельки провязываю лицевыми за заднюю стеночку. Вот это последняя 10-я петля, я ее тоже провязываю лицевой петлей и перехожу вот дальше вязать эти 4 оставшиеся петли. И вот как раз таки здесь, видите, вот это моя петля. Опять же, если я ее сейчас разверну правильно, то вот в моем случае правая стенка является вот передней. И поэтому эту петлю я провязываю за переднюю или правую стенку. Последнюю кромочную петлю я провязываю изнаночной петлей. Каждый из нас провязывает петли по-разному, бабушкиным или классическим способом. И от этого будет зависеть, правая стенка петли у вас находится перед работой или за работой. Поэтому просто посмотрите на ваши петли и провязывать все петли нужно за правую стенку петли, так чтобы петля была не перекрученной. Я закончила вязать этот ряд, и вязание я переворачиваю на изнаночную сторону. Первую кромочную петлю я просто переснимаю, и дальше все эти петли в изнаночном нашем ряду ниточкой основного нашего цвета я провязываю лицевыми петлями, так чтобы у нас образовывались платочные дорожки. Последнюю кромочную петлю в конце ряда я провяжу изнаночной петлей, и вязание я переверну на лицевую сторону. Между цветными вот этими полосками у нас будет идти вот 2 платочные дорожки. 2 платочные дорожки у нас будут соответствовать 4 провязанным рядам.
Поэтому вот 2 ряда я провязала и получила одну платочную дорожку. И дальше продолжаем вязать ниточкой основного цвета, провязывая все, вот в моем случае 14 петель лицевыми петлями и в лицевом, и в изнаночном ряду. Поэтому вот заканчиваем вязать 3-й ряд и 4-й изнаночный ряд также провязываем самостоятельно лицевыми петлями. Вот я провязала 2 платочные дорожки, и сейчас я буду переходить на следующий цвет. Значит, смотрите, если вы вяжете вот эти полоски однотонные, то, как я говорила, ниточку мы не обрезаем, а вот здесь сбоку поднимаем ниточку, вот, допустим, горчичную, и сейчас будем вязать следующую нашу полосу, то есть нитку мы не обрываем. С учетом того, что я буду вязать вот эти полоски цветные, ниточку горчичную я сейчас обрежу и возьму следующий цвет. Следующий вот мой цвет идет орхидея. Кончик, опять же, я не завязываю ничего, просто прикладываю и первую кромочную петлю в лицевом ряду мы провязываем лицевой петлей. Это идет наша первая петля. Дальше вяжем все петли лицевыми, то есть первая, дальше вторая, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я, 7-я, 8-я, 9-я, 10-я. 10 петель ниточкой контрастного цвета я провязала. Здесь на левой спице у меня осталось 4 петли, и вязание я переворачиваю на изнаночную сторону. С изнаночной стороны вот идет моя рабочая ниточка, и вот первая петелька. Эту первую петлю я просто переснимаю, и дальше все петли в изнаночном ряду. Когда мы будем вязать вот эти полоски контрастного цвета, эти петли мы будем провязывать изнаночными. И вязание я переворачиваю вот на лицевую сторону. Вот эти полосочки контрастного цвета у нас будут провязаны с лицевой стороны вот лицевой гладью. Значит, когда мы провязали лицевой и изнаночный ряд вот контрастным цветом, мы берем ниточку нашего основного цвета. То есть опять же вот здесь сбоку эту ниточку я поднимаю, фиолетовую ниточку от моточка я сейчас также обрежу, и первую, значит, петлю вот ниточкой основного цвета я провяжу лицевой, так как у нас идет смена цвета, и дальше все петли до конца этого ряда, то есть 14 петель, мы провяжем лицевыми. Последнюю кромочную петлю в конце ряда я провяжу изнаночной петлей. Это мы с вами провязали первый ряд. Дальше вязание переворачиваем на изнаночную сторону, и с изнаночной стороны ниточкой вот основного нашего цвета первую кромочную петлю я снимаю, и ряд этот я также довязываю до конца, провязывая все петли лицевыми. Так мы с вами заканчиваем вязать второй изнаночный ряд, 3-й лицевой и 4-й изнаночный ряд вяжем сейчас вот самостоятельно основным нашим цветом, провязывая все петли лицевыми, так чтобы у нас было вот 2 платочные дорожки. Одну платочную дорожку мы уже с вами провязали. Вот у меня с лицевой стороны опять я провязала 2 платочные дорожки или 4 ряда ниточкой основного цвета, и опять здесь я беру следующий мой цвет, то есть ниточку бирюзового цвета. Первую кромочную петлю я провязываю лицевой, это наша первая петля, и дальше опять вяжу вот 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 петель у меня провязано, 4 осталось, и вязание я переворачиваю на изнаночную сторону, и с изнаночной стороны эти петельки провязываю изнаночными. Таким образом мы сейчас будем вывязывать вот такие цветные, ну или однотонные полосочки. У меня здесь провязано вот 11 цветных полосочек. Или, повторюсь, если наша плотность будет отличаться, то значит, от полоски, вот этот участок, до полоски последний у нас должен быть равен, ну вот примерно 17 сантиметров. Поэтому вот вяжем наши полосочки или вот этот наш мысок дальше самостоятельно.
Итак, вот я провязала все необходимые цвета. Как я говорила, у меня их здесь 11. И давайте измерим вот эту часть нашего мыска, которая будет являться постоянной величиной, так как регулировать размер слитков мы будем за счет вот этих участков с одной стороны и с другой стороны. Сейчас мы будем провязывать. А вот этот мысок у нас будет составлять где-то примерно вот 17 провязанных сантиметров. И измерять я буду вот по этой линии. То есть вот я прикладываю сантиметровую ленту. И вот у меня получается вот как раз таки, вот видите, да, этот участок 17 где-то сантиметров. После чего я сейчас буду приступать к вывязыванию вот такого же участка, только вот с этой стороны. Видите, сколько получилось у меня кончиков? Это то, про что я вам и говорила. Так как если бы, к примеру, вы вязали вот эти полосочки однотонные, то у вас был бы кончик вот здесь, когда вы присоединяли ниточку, и вот здесь, когда мы закончили вывязывать наш мысок, и все. Поэтому если, к примеру, вы эти полосочки вязали вот так же цветные, как и я, то сейчас можете уже на этом этапе спрятать вот с изнаночной вот здесь вот стороны все эти кончики любым удобным для вас способом самостоятельно. И сейчас вот ниточкой основного нашего цвета я продолжу вязать вот вторую боковую нашу часть. Первую кромочную петлю я провяжу лицевой, так как у нас идет смена цвета, и дальше все петли до конца этого ряда я провязываю лицевыми. Последнюю кромочную петлю в конце ряда я провяжу изнаночной петлей. То есть вот у меня стык этот получается, вот мятную петельку я провязываю и сразу же продолжаю вязать вот эти 4 петли. То есть все петельки провязываем до конца. И вот вязание я переворачиваю на изнаночную сторону, и с изнаночной стороны я также провяжу все петли лицевые. То есть сейчас мы вяжем вот также вот этот участок платочной вязкой, и в лицевых, и в изнаночных рядах мы вот эти наши 14 петель провязываем лицевыми петлями. То есть сейчас я здесь провяжу также 13 сантиметров. Или смотрите, вот здесь, когда я провязывала вот эти 13 сантиметров, они были у меня равны, эти 13 сантиметров, 27 платочным дорожкам. То есть вот если я пересчитаю все эти платочные дорожки, здесь у меня вот провязано 27 платочных дорожек, и вот 28, скажем так, идет, это наш наборный край. То есть здесь я сейчас провязала вот в начале нашего вязания 54 ряда. Итак, вот я провязала 27 платочных дорожек. Это у меня получилось 54 ряда. Дальше с лицевой стороны вот я провязала еще лицевыми петлями лицевой ряд 55. И теперь давайте перед закрытием наших петель измерим вот эту нашу деталь в сантиметрах, и это у меня вот получается также ровно 13 сантиметров. Все кончики по изнаночной стороне вот я спрятала. Вязание вот я беру изнаночной стороной вверх и приступаю к закрытию петель. Первую кромочную петлю я снимаю, вторую петельку я провязываю лицевой, и вот эту первую снятую я протягиваю через провязанную и спускаю. Дальше продолжаем. Провязали, вот петельку протянули и спустили. Провязали, протянули и спустили. При закрытии петель стараемся контролировать натяжение петель и нити так, чтобы вот этот край у нас не был очень сильно туго перетянут. Поэтому таким образом мы сейчас закрываем все наши петли до конца. Вот у меня осталась последняя петелька, я ее вытаскиваю подлиннее, кончик от моточка я обрезала, и теперь в нашу эту петлю я продеваю этот наш кончик, и ниточку эту я затягиваю. Теперь нам нужно связать подошву у наших слитков. Для того, чтобы связать подошву у нашего слитка, мы сейчас вот здесь по краю, там где у нас идет край более такой широкий, должны добрать петли на круговые спицы. Я буду использовать спицы круговые, длина от кончика до кончика 60 сантиметров и диаметр спицы 3 миллиметра. Теперь, как же нам понять, сколько вот здесь мы с вами должны будем добрать петель? Здесь на самом деле все просто. Количество петель, которые мы должны будем вот здесь
поднять будет равно количеству наших платочных дорожек. Напоминаю, у меня здесь я провязала 27 платочных дорожек, плюс вот этот наш наборный край. То есть это вот получается как бы наша 28-я платочная дорожка. То же самое у меня получается и с этой стороны. То есть здесь у меня провязано 27 платочных дорожек плюс вот этот край, где я запускала петли, это получается вот 28-я как бы вот дорожка. То есть получается, здесь я доберу до нашего мыска 28 петель, здесь я доберу также 28 петель. Теперь считаем, вот где у нас идет наш мысок, здесь вот у нас идет по 2 платочные дорожки. То есть вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. То есть 20 платочных дорожек еще плюс, и каждая вот эта цветная полоса у нас будет равна 1 петли. И у нас здесь полос в моем случае 11. Таким образом я сейчас это и запишу. То есть у меня получается 28 петель плюс 28 петель. Это эта сторона. Плюс 20 петель. Это вот наши платочные дорожки, там где мысок. И плюс 11 цветных дорожек. И плюс 11. Теперь мы это все слаживаем. И это у меня получается вот 87. То есть вот здесь по краю я сейчас должна буду поднять 87 петель. Значит, вязание я беру лицевой стороной к себе. И набирать петли я буду вот от этого края, где я начинала вязать наше вот это полотно. Набирать петли вы сразу можете на спицы. Если неудобно, к примеру, там первые или последние петельки набирать, или в принципе неудобно вам поднимать эти петельки, можете воспользоваться крючком. Давайте первую петельку я подниму вот с края самого с помощью крючка, кромочную петлю. Вот я вставляю крючок и вынимаю первую петельку. Вот она у меня идет, и я ее сразу же одеваю вот на спицу. Остальные петли я буду набирать сразу на спицу. Дальше продолжаем набирать. В каждую кромочную петлю мы добираем 1 петлю. То есть вот идет следующая кромочная петля, и отсюда я вынимаю вторую петлю. Дальше вот 3-я, 4-я, 5-я, 6-я, 7-я. И вот я дошла до горчичной моей полосы. Здесь я набрала в каждую кромочную петлю вот по 1 петле, и у меня в итоге получилось 28 петель. Как я сказала, когда мы будем добирать петли в эти цветные полоски, одна цветная полоска будет равна 1 петли. Поэтому здесь мы закрепляли кончики, край немножко получается перетянут, и поэтому вот здесь я буду помогать как раз таки тоже крючком. Поэтому вот я вставляю крючок, горчичную полоску и вынимаю нашу петельку. Вот здесь я подняла петельку эту из горчичной полосы, и эту петлю вот я переодеваю на нашу спицу. И дальше у нас идут 2 платочные дорожки. Поэтому вот здесь я должна буду добрать еще 2 петли. То есть вот сюда в кромочную петлю я вставляю спицу и вынимаю петельку. Если неудобно, набираем крючком. Это вот 1 петля. И вот здесь у нас идет 2-я петля. Дальше идет вот наша фиолетовая полоса. То есть я сюда также вставляю вот крючок. И из этой петельки вынимаю нашу петлю. И эту петлю одеваю вот на спицу. То есть таким образом мы продолжаем добирать петли до конца. Итак, вот я набрала все необходимые петли. То есть в моем случае у меня сейчас вот на круговых спицах 87 петель. Как мы действуем дальше? Значит, нашу подошву я буду вывязывать из 11 петель. Или в ширину эти 11 петель получится примерно где-то 5,5 сантиметров. Поэтому у нас получается 87 петель у нас сейчас набрано на наши спицы. Я отнимаю от этого числа 11 петель. Это то количество, из которого я буду вывязывать нашу подошву. И это у меня получается 76. Дальше наше это полученное число, то есть 76, я должна разделить на 2 части. И это у меня получается
38. То есть, если мы сейчас посмотрим на нашу вот эту заготовку, у нас получается 38 петель с этой стороны, 38 петель с этой стороны, и вот здесь у нас будет идти центральная наша часть, состоящая из 11 петель, и вот здесь мы сейчас будем вывязывать нашу подошву. Поэтому я беру наше вязание вот изнаночной стороной вверх, так как здесь у нас сейчас расположена наша рабочая ниточка. Первую кромочную петлю я снимаю, это будет идти моя первая петля, и дальше я должна провязать изнаночными петлями, вот, чтобы у меня на правой спице было 38 петель. 2 петли вот у меня уже провязано, дальше 3, 4, 5, 6, то есть вот 6 петель, все петли вяжем изнаночными, то есть вот вяжем вот этот наш участок, чтобы у нас на правой спице было 38 петель. Вот я провязала 38 петель изнаночными петлями с изнаночной стороны, и вот как раз таки следующих 11 петель это будут идти петли нашей подошвы. Подошву я буду вязать платочной вязкой, это значит, и в лицевых, и в изнаночных рядах я все петли буду провязывать лицевыми. Поэтому вяжем сразу петли нашей подошвы. То есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Я провязала 10 петель, вот провязывала все петли лицевыми в изнаночном нашем ряду. И вот осталась у меня последняя петля от нашей подошвы, 11. В изнаночных наших рядах эту последнюю петлю, 11 от нашей подошвы, мы будем провязывать вместе с петлей от нашей боковой части. В изнаночном ряду мы эти 2 петли провязываем, 2 петли вместе лицевой за заднюю стеночку, и вязание я сразу же переворачиваю вот на лицевую сторону. С лицевой стороны вот первую кромочную петлю я снимаю, это первая петля от нашей подошвы. Дальше вяжу все петли лицевыми, то есть вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, и вот идет опять моя 11 петля от подошвы. В лицевом ряду последнюю петлю, вот 11 от нашей подошвы, я буду провязывать вместе с петлей от нашей боковой части. В лицевом ряду эти 2 петли я буду провязывать 2 вместе изнаночной петлей, и вязание я переворачиваю на изнаночную сторону. И здесь мы все опять будем повторять. Кромочную петлю я снимаю, это идет первая петля, и дальше вот вяжем 10 петель. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. То есть осталась 1 петелька, 11 от нашей подошвы. В изнаночном ряду последнюю петлю от нашей подошвы и первую петлю от нашей боковой части мы провязываем 2 вместе лицевой петлей, и вязание я переворачиваю на лицевую сторону. И вот у нас получается платочные дорожки, это и будет идти наша вот подошва. Таким образом, вот мы будем вязать нашу подошву, вот она у нас идет, убавляя в конце каждого ряда и лицевого, и изнаночного. То есть провязывать будем 11 петлю от нашей подошвы вместе с петлей от нашей боковой части. С лицевой стороны эти 2 петли мы провязываем изнаночной петлей. А с изнаночной стороны эти 2 петли, то есть петля от нашей подошвы и от нашей боковой части, мы провязываем 2 вместе лицевой петлей. Таким образом мы вяжем вот эту нашу подошву, убавляя в конце каждого ряда по 1 петли до тех пор, пока у нас в конце вот с этой стороны и с этой стороны, то есть от наших боковых частей, не останется по 4 петли. И вот когда здесь в конце и здесь в конце останется 4 петли, я подключусь и покажу, каким образом мы будем дальше провязывать нашу подошву. Итак, вот я провязала подошву до того момента, пока у меня, вот видите, здесь сбоку остается 4 петли, и с этого края у меня также остается 4 петли. И вязание, вот получается, я держу изнаночной стороной вверх.
И теперь первую кромочную петлю я снимаю, это я вяжу петли нашей подошвы, и дальше вот вяжу лицевыми. Значит, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. То есть 8 петель я провязала, и здесь у меня осталось от нашей подошвы 3 петли. Теперь мы будем запускать петли не только наших боковых частей, но и нашей подошвы. Поэтому вот первую и вторую петлю я сейчас провязываю 2 вместе лицевой за переднюю стеночку. И вот идет наша последняя петля. Эту петлю я сейчас провязываю в изнаночном нашем ряду вместе с петлей боковой части, 2 вместе лицевой петлей. Вот. И вязание я переворачиваю на лицевую сторону. С лицевой стороны первую кромочную петлю я снимаю и опять вяжу все петли лицевыми, не довязывая вот именно от нашей подошвы 3 петель. Вот у меня осталось 3 петли. Первую и вторую петлю я сейчас провязываю 2 вместе лицевой за переднюю стеночку. И вот идет наша 11-я петля. В лицевом ряду эту 11-ю петлю я провязываю вместе с петлей от нашей боковой части изнаночной петлей. И вязание я переворачиваю вот на изнаночную сторону. Таким образом мы сейчас продолжаем убавлять наши петли. В конце каждого ряда мы будем провязывать вот петлю от нашей подошвы и петлю от нашей боковой части вместе. И вот не довязывать вот этих 3 петельки и первую и вторую петлю от нашей подошвы мы будем всегда провязывать 2 вместе лицевой петлей и в лицевом, и в изнаночном ряду. И вот смотрите, я держу следок лицевой стороной вверх, с этой стороны я все петли уже запустила, и на спицах у меня вот остается 5 петель. Вот вяжем наш этот последний ряд убавок. Первую я снимаю, дальше вторую и третью петлю я провязываю 2 вместе лицевой петлей за переднюю стеночку, и вот этих 2 последних петли я провязываю 2 вместе изнаночной петлей. Вязание я переворачиваю вот на изнаночную сторону. И в изнаночном нашем ряду эти 3 петли я сейчас должна провязать вот 3 петли вместе лицевой петлей, и петельку эту вытаскиваю подлиннее. Ниточку от моточка вот я обрезала, и дальше вот в эту нашу вытянутую петлю я продеваю этот кончик от моточка, который я обрезала, и петельку эту я затягиваю. Теперь вот эту ниточку, которую мы вязали нашу подошву, вот я одела в иголку с большим ушком, и теперь я буду сшивать заднюю часть вот моего следка. Сшивать я буду следок по лицевой стороне. Вставлять иголку я буду не в кромочные вот эти вот петельки, а вот у нас получается наш край от начала нашего вязания, здесь идет наш край от конца нашего вязания. И вставлять нашу иголку я буду между вот этими 2 платочными дорожками. То есть вот за вот 2 таких вот дужечки, то есть за галочку справа налево в эту бороздку я вставляю иголку с ниточкой сначала с одной стороны, ниточку вытаскиваю, затем иду на эту сторону. И с этой же стороны, вот здесь я сейчас прошью, также буду вставлять иголку вот справа налево за вот эти галочки. Теперь я буду сшивать вот эти 2 края поочередно, вставляя иголку справа налево вот сюда, сначала с одной стороны, и затем с другой стороны я вставляю иголку справа налево. При сшивании вот этого нашего шва контролируем так, чтобы в конце вот этих 2 края у нас сошлись. Вот я прошила вот этот наш задний шов до конца. Теперь вот ниточку можно обрезать и вот с помощью крючка вдоль вот этого шва этот кончик закрепить. Теперь вот у меня ниточка осталась еще, и этой ниточкой я сейчас сошью вот эту часть моего мыска. Единственное, давайте маркером отметим, до какого момента нам нужно прошить вот этот наш мысок. Значит, смотрите, я сейчас буду прошивать мысок, если посмотреть, вот идет моя цветная полоса. И с этой стороны от наших цветных дорожек мы отсчитываем 4 платочные дорожки. 1, 2, 3 и 4. То есть вот наша, на 5-й я сейчас повешу маркер, то есть я буду знать, что мне нужно прошить до нашего маркера. И вот на 5-й здесь дорожки платочные я также вешаю маркер. То есть я должна сейчас прошить вот этот наш мысок до наших маркеров. Или если измерить вот эту сейчас деталь, куда мы будем вот вставлять, скажем так, нашу ногу,
у нас это отверстие получается вот 11 сантиметров. Сшивать вот этот наш мысок я также буду с лицевой стороны. У меня здесь идет 11 вот цветных таких полосок. И средней вот этой полосой у меня является вот этот синий цвет. Поэтому вот на этом стыке я вставляю иголку вот здесь с изнанки на лицо. Никаких закрепляющих узелков я не делаю, а просто эту ниточку кладу вовнутрь, в конце я ее спрячу. И прошивать этот шов я буду не за кромочные петли, а за первую петлю от нашей платочной дорожки. То есть вот у меня идет ниточка, и я буду поочередно прошивать каждую платочную дорожку сначала с одной стороны, затем с другой стороны. Вот вставлять иголку я буду вот справа налево. Сначала вот с одной стороны в первую петельку от нашей платочной дорожки. Вот эту петельку я прошила, вот идет с этой стороны. Вот справа налево я вставляю с этой стороны. Иголку, ниточку вывожу. Иду, вот эту дорожку я прошила, иду к следующей. Вот она у меня идет справа налево в первую петельку от нашей платочной дорожки. И вот следующая платочная дорожка и первая вот петелька справа налево. Иду сюда, справа налево, затем сюда, справа налево. Вот я прошила вот этот наш шов. Вот так у нас выглядит с лицевой стороны. Все красиво и аккуратно. Теперь мы маркеры можем убрать. После того, как мы прошили вот этот наш мысок, нам осталось только сделать обвязку. Вот сюда, где мы закончили вот этот наш шов, я вставляю крючок. Я взяла, кстати, крючок 3 миллиметра. Подойдет крючок для обвязки от 2,5 до 3,5 миллиметров. Сюда в центр я вставляю крючок и вынимаю белую ниточку. Обвязку можете делать абсолютно любым цветом. И теперь я буду делать обвязку по кругу, вставляя крючок в каждую кромочную петлю, вынимать петельку и эту петлю провязывать. То есть столбиками без накида в каждую кромочную петлю провязываем вот этот ряд по кругу до конца. Вот я провязала первый ряд обвязки до конца. Обвязку я буду делать 2 ряда. Первый ряд я провязала столбиками без накида, а второй ряд я буду провязывать соединительными столбиками. То есть вот в эти кромочные петли, вот они у нас хорошо уже видны, вставляю крючок, вынимаю петельку, и эту петлю я сразу же провязываю через ту, которая у нас находится на крючке. То есть вставили крючок, петлю вынули и эту петлю сразу же провязали через ту, которая у нас находится на крючке. При провязывании этого края обязательно контролируем натяжение нити и петель, чтобы этот край не был очень сильно перетянут. То есть не нужно эти петли прям очень туго затягивать. То есть вот вынули, провязали, не нужно перетягивать ничего. Вынули, провязали. Вынули петельку, вот мы ее провязали. Вот я довязала ряд до конца соединительными столбиками. Теперь вот сюда я вставляю опять наш крючок, вынимаю эту петельку, провязываю, делаю еще одну вот такую петлю подъема и ниточку обрезаю. Дальше, после того, как мы обрезали нашу ниточку, эту петельку мы просто вытаскиваем, край этот хорошенько затягиваем и по изнаночной стороне все эти кончики прячем любым удобным для вас способом. И вот после того, как мы сделали нашу обвязку, наши следки полностью готовы. По поводу вот этого декора. Сейчас я подробнее расскажу, как я его делала, но перед этим хочу сказать, что декор можно сюда сделать абсолютно любой. Вот для примера был у меня цветочек, то есть я просто приложу, понятно, что он не отсюда. Вот таким образом будет смотреться цветочек вот на этих следочках. Ниже в инфобоксе я вам оставлю ссылку, где у меня есть отдельно плейлист, где я показываю, как сделать там разного вида цветочки. Поэтому, если вы хотите сюда сделать какой-то цветочек, загляните ниже в инфобокс и посмотрите. Если вам что-то понравится, то можете сделать сюда, допустим, какой-то цветочек. По поводу вот этого бантика. Бантик этот можно связать из вот разных, скажем так, шнурков. Можно сюда применить атласную ленту, к примеру. Конкретно вот этот шнурок у меня связан айкордом, но я плела не вручную, а на вот такой вот мельнице, наверное, это называется. Я ее заказывала в Китае.
И вот с помощью этой мельницы, значит, из пряжи Alize Lana Gold 800 в одну ниточку я сплела вот такой вот шнурок. Вот он у меня я сделала для второго следочка. Сейчас я вам покажу, как я его буду завязывать. Я прекрасно понимаю, что не у каждого есть такие мельницы, и поэтому я сейчас вам предложу альтернативные варианты. По поводу этой мельницы я долго останавливаться не буду. Ниже в инфобоксе есть ссылка на мой инстаграм. Если у кого-то будут вопросы, то можете туда написать, я всем вам отвечу. В принципе, я думаю, можно попробовать связать данный шнурок айкордом и вручную. Единственное, берем самые тонкие спицы, тонкую пряжу, ну и можно попробовать сплести. Я думаю, получится не хуже. Также вот здесь я вам приготовила еще несколько вариантов. Этот вот шнурок, это такой крученный шнур. Подробный мастер-класс, как скрутить вот такой шнур, также есть на канале. Ссылочку я вам оставлю и здесь вот сейчас выше закреплю. И ниже в инфобоксе также будет ссылка, как скрутить вот такой шнур. Самый простой и быстрый способ. Вот я взяла крючок и крючком связала цепочку из воздушных петель, вот из пряжи Alize Lana Gold. И также вот сейчас эту цепочку можно точно таким же образом завязать, и получится хороший и быстрый вариант. Итак, вот я вам предложила несколько вариантов. Также сюда нужно тогда будет еще положить атласную ленту, то есть любой из этих вариантов выбирайте и вот делайте себе какой-то шнурок. Я, как сказала, буду делать бантик из вот этого шнура, который я сплела на этой мельнице, и сейчас я вам покажу, каким образом я завязывала этот бантик. Длина моего этого шнура, ну вот сейчас получается я измерила 29 сантиметров. Сейчас посмотрим, достаточно это будет или нет. То есть вот я в серединку складываю два края и здесь завязываю узелок в серединке. Дальше здесь я, где наш узелок вот я завязала, завязываю бантик. Слегка его затягиваю, но перед тем, как хорошенько его вот затягивать, я должна сначала все края расправить. Вот здесь, смотрите, у меня все как бы в принципе легло достаточно ровно. То есть вот, чтобы вот эти края у нас шли вниз. И дальше небольшие такие вот эти ушки. Вот видите, длины даже это многовато, поэтому я сейчас даже вот здесь вот потом завяжу вот эти вот узелочки и лишнее обрежу. Ну, знаете, лучше больше, чем меньше в данном случае. И вот после того, как мы завязали вот этот бантик, то есть вы посмотрите, чтобы было все красиво, аккуратно, вас все устраивало. Дальше вот здесь в серединке, где идет наш узелок, этот бантик я прошью обычной швейной ниточкой, так, чтобы он у нас не развязывался. То есть сделаю несколько стежков. И дальше вот серединку нашего этого бантика можно украсить какой-то или бусинкой, или стразинкой. У меня есть вот такие пришивные стразы, поэтому вот здесь я эту стразу в центре и пришью. То есть можно взять любую бусину, то есть все, что у кого есть, а можно оставить так. И без бусинки оно будет смотреться красиво. Поэтому вот эту стразу я пришиваю сюда вот ровненько в серединку. Вот такой бантик у нас получился. Здесь я завязала вот узелки там, где мне нужно. Все лишнее здесь я сейчас просто возьму и обрежу. И дальше вот этой же ниточкой, что я пришивала стразу, я сейчас пришью сюда вот этот бантик. И вот я пришила все бантики, и наши следочки полностью готовы. Итак, друзья, надеюсь, данное видео было для вас понятным и полезным, поэтому не забудьте поддержать меня пальчиком вверх, подписывайтесь на мой канал, ну а мы с вами будем прощаться. Обязательно еще встретимся в новых видео. Всем большое спасибо за просмотр и всем пока-пока!